Всем большой привет, дорогие друзья! Добро пожаловать к нам на канал! Сегодня я собрала некоторые летние события в один ролик, и у меня получилось такое праздничное видео, поэтому приглашаю вас провести это время вместе с нами. Тут у нас суббота, в Киеве на ночевку приезжала подружка, и с утра на завтрак я готовила блинчики с сыром. В одном из видео я уже делилась с вами рецептом этих блинчиков, также показывала один из методов их заворачивания. Если кому-то интересно, то ссылку оставлю в описании под видео. Там блинчики у меня были с фаршем, но начинка может быть абсолютно любая. Вообще, когда я готовлю блины, то часть всегда делаю с начинкой, а часть оставляю без, потому что некоторые дети любят их есть просто со сметаной и вареньем. В начале июля мы с детьми ездили на клубничную ферму, и сейчас покажу вам немного нашу поездку. В прошлом видео я говорила, что мы собрали 5 литров клубники, но Ева меня потом поправила, и оказалось, что мы собрали не 5, а 10 литров. В общем, я перепутала размер корзинок, поэтому посчитала неправильно. Но знаю одно, что клубники было много, и ели мы ее каждый день на завтрак, на обед и на ужин. Ну как? That one's really sweet. Вообще в Канаде очень популярны такие фермы или сады, куда ты можешь приехать и самостоятельно насобирать себе фрукты, овощи или ягоды. Мы каждый год ездим за клубникой и яблоками, так как живем неподалеку от этих ферм. Но если отъехать чуть дальше, то можно попасть в сад с персиками, нектаринами, черешней, сливой и грушей. Все они находятся южнее, ближе к Ниагарскому водопаду. Там же можно собрать и голубику, малину, виноград. Все фрукты и ягоды с фермы, как правило, всегда очень сочные и имеют такой настоящий вкус. Вообще я заметила, что когда начинается сезон именно местных онтарийских фруктов и овощей, то они всегда гораздо вкуснее привозных, даже если просто купить их в обычном супермаркете. Но с фермы, конечно, все равно по какой-то причине они более ароматные. Летом в выходные дни ниагарские фермеры приезжают в наши края и продают свой урожай. И мы часто ездим к ним на такие мини-маркеты за свежими овощами и фруктами. Клубника с фермы, в отличие от магазинной, очень быстро портится, поэтому желательно ее за несколько дней съесть. Конечно, можно заморозить, но у нас семья большая, клубника очень вкусная, поэтому через пару дней, как правило, замораживать уже нечего. Приехали домой, и сразу пошел дождь. Вы знаете, в этом году у нас очень жаркое лето и почти нет дождей. На видео трава была еще более-менее зеленая, а сейчас вид у нее вообще, мягко говоря, не очень. Местами все повыгорало из-за сильной засухи, поэтому мы все время рады, пусть даже небольшому, но дождику. Часто слышим, где-то гремит гром, сверкает молния, но до нас дождь по какой-то причине не доходит. В прошлом видео я рассказывала, что дети у нас перед домом поставили палатку и теперь часто в ней ночуют.
Сами решили, сами все собрали. У нас обычно так, если детям пришла в голову какая-нибудь креативная идея, то мы всегда за. Хотите собрать палатку? Пожалуйста. Андрей всегда дает возможность им самим начать и закончить проект, что-то подсказывает, всегда советует смотреть в инструкцию. Но дети как дети, они все знают, и инструкция им не нужна. Потом, как правило, в середине процесса, если что-то не получается, тогда начинают звать Андрея и уже вместе читать инструкцию. Пошли, садимся и читаем. Вот так выглядит палатка, да? Да, видишь, тут написано side body pole. Great. Тут видео. Раньше мы с друзьями часто ездили на кемпинг. Я уже немного рассказывала, что у нас в Канаде есть национальные парки, в которых можно бронировать места, приезжать с палаткой и несколько дней ночевать в лесу в окружении дикой природы. Эти кемпинги пользуются большим спросом, поэтому места нужно бронировать чуть ли не за полгода. Детям без сомнений такой отдых очень нравится, да и взрослым тоже, особенно когда собирается большая компания, но есть, конечно, и минусы. Для меня, например, это комары. Их на кемпинге всегда очень много, поэтому нужно постоянно брызгать себя и детей специальными спреями, либо надевать костюм из мелкой сетки. От спреев у меня обычно начинает болеть голова, пробовала уже и натуральные варианты, и сама смешивала разные эфирные масла. Помогает, но ненадолго. И вот это для меня, наверное, самый большой минус канадского кемпинга. Терпимо, конечно, но не очень приятно. На нашем же участке, несмотря на лес, практически нет комаров. Вечером может 1-2 пролететь, но чтоб толпами такого нет. И с этим нам, конечно, очень повезло. Для меня так это вообще, можно сказать, настоящее благословение. Дети и сами ночуют в палатке, и друзей приглашают, делают себе разные вкусняшки, берут настольные игры и проводят вместе время. Мартин в этом году не захотел ночевать с мальчиками, и я была очень рада, так как он под утро все еще периодически приходит к нам с Андреем спать. В июне в Канаде был День отца, и, как всегда, дети поздравляли Андрея с этим праздником. Накануне мы с Евой ездили в торговый центр, купили Андрею кое-какие подарки, а младшие мальчики от себя сделали открытки. На ужин в тот день мы решили приготовить барбекю. Андрей пожарил мясо, мы с Евой запекли в духовке картошку и сделали пару салатов. Евочка также испекла к чаю небольшой тортик, и вечером мы посидели за столом в кругу семьи. I got it in the red. Нашим детям очень нравятся такие семейные вечера, когда мы можем собраться вместе и пообщаться. В последнее время у каждого свои дела, разное расписание. То мы куда-то уезжаем, то к детям приходят друзья. Часто бывает, что дома только половина семьи, поэтому собраться всем вместе за столом становится все сложнее. Но я думаю, что осенью мы вернемся в обычный ритм и будем чаще устраивать наши семейные посиделки.
тут будет, наверное, вот этих два. I love you, да, Мартин. Спасибо. О, а это что такое? Класс. Это ты сам нарисовал? Круто, это ты? В конце июня у нас с Андреем также была годовщина свадьбы. 22 года исполнилось нашей семье. Вы знаете, мне иногда кажется, что я знакома с Андреем с рождения. Мы выросли в одном доме и были соседями, поэтому с детства друг друга знали. Для меня Андрей не просто муж, но и самый близкий друг. И я очень благодарна Богу за такого замечательного по жизни партнера. Девочка, как всегда, организовала для нас сюрприз, устроила нам дома ресторан с ужином, десертом и а-ля шампанским. На самом деле это обычный газированный сок, который мы периодически покупаем в Costco. Через 2 дня после годовщины свадьбы у нас был еще один праздник – день рождения Адриана. Он у нас 4-й ребенок в семье, и 30 июня ему исполнилось 8 лет. За несколько дней до праздника мы с Евой и Мартином ездили в магазин за шариками. И так как Адриан любит футбол, то решили купить несколько шаров, похожих по форме на футбольные мячи.
Обычно накануне дня рождения всем детям прямо возле дома я делаю небольшую фотосессию. Мы как раз привезли шары, и пока я фотографировала Адриана, Ева помогла собрать остальных мальчишек, так как в конце я хотела сделать общее фото всех детей. Я уже не раз рассказывала, что работаю семейным фотографом, клиенты приезжают к нам, и все фотосессии проходят прямо на нашей территории. Мои дети уже давно привыкли к камере, поэтому, когда я начала снимать видео, они даже не сразу заметили, что что-то изменилось. Вечером, когда именинник идет спать, мы начинаем готовиться к празднику. Заворачиваем подарки и готовим вкусняшки для следующего дня. Евочка у нас всегда отвечает за десерты и периодически готовит что-то новое. В этот раз посадила всех вырезать кружочки, так как решила из бисквита сделать небольшие футбольные мячики и положить их сверху на капкейки. Обычно мы спрашиваем у именинника, что он хочет из еды на свой праздник, и, как правило, у мальчишек всегда все плюс-минус одно и то же. Адриан на свой день рождения уже несколько лет подряд заказывает торт, мороженое и желе, а из еды в этот раз попросил гамбургеры. Happy birthday! I can't believe you're already 8. That is so cool. Утром у нас обычно праздничный завтрак, и я стараюсь сделать какой-нибудь небольшой тортик, чтобы именинник мог задуть свечки. В этот раз у нас был блинный торт с творогом и персиками. Рецептом я как раз делилась в прошлом видео. Как правило, подарки мы разворачиваем после завтрака, но в этот раз Адриан попросил сначала открыть подарки, а потом все остальное. Мартин его в этом вопросе поддержал, поэтому завтраком нам всем пришлось немного подождать. Oh yeah, it's a kite. Whoa, that's so cool. It's a dragon. That's so cool. Thank you, Martin. Thank you, Martin. Okay, this one's for me. Okay. That's why I asked you what your favorite color is. Corvette. Please go there, Sugar. Oh, I know you do. Yeah, this is from all of us. City socks. Oh, Those are socks. Manchester City socks. Wait. Oh my. Mitchell. Thank you guys. Finally! Yes! Open it, yeah. Thank you, Matthew. Thank you, everyone. Как я уже и говорила, наш Адриан очень любит футбол и всегда хотел себе именную майку джерси из его любимой команды. Я мало что понимаю в футболе, но все наши мальчишки в этом разбираются, поэтому Матвей заказал целый комплект, и радости Адриана не было предела.
Также мы подарили ему кроссовки, лего и летающего змея. Дальше у нас был завтрак, после которого дети пошли на улицу, играли в футбол, запускали змея, потом вернулись домой и вместе собирали лего. Вечером у нас также был праздничный ужин и торт. Сейчас я просто оставлю видео нашего праздника, ну а с вами, мои дорогие, я уже буду прощаться. Спасибо, что провели это время с нами. Я вас всех крепко обнимаю. Всем пока! You as you drive, do you know I'm looking, and I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you drive. Do you know I'm looking?